Привет! Сегодня немного поговорим о таком способе фарма, как рог. Для тех, кто в бункере, это один из мужиков в экспедиции, у которого можно крафтить вещи. К слову, статы на них явно подкручены. Я все думала, почему GGG до сих пор его не понерфили, но потом узнала, что многие принимают рога за какую-то шутку. И на стримах у меня спрашивают, что у него надо вообще крутить. Или утверждают, что дороже 40 хаосов там ничего не вытащить. Ну, что я могу сказать, вы просто не умеете его готовить. И да, трогать его можно не только на старте лиги, он еще долго будет актуален. Однако видос может показаться загруженным, но что поделать, это Поя. Для объяснения всего я могу разглагольствовать здесь целый час. Однако давайте оставим уже эту роскошь другим гениям гайдов. Если в общем, что это за фарм такой, мы крафтим какой-то гир, а потом выставляем его на трейд. Для начала, приготовление для того, чтобы вообще начать забирать у рога вещи. Первое – это журналы экспедиции, логбуки. Второе – валюта для прокрутки предлагаемого рогом ассортимента. Третье – артефакты для крафта. И если первые два пункта можно приобрести на трейде, последний придется собирать самим. Какие нужны логбуки? Так как мы собираемся крутить рога, нас интересуют только логбуки с орденом чаши, а также момент удобной локации, желательно небольшие или просто тесные, чтобы взрывать как можно больше скученных реликтов, они же ремнанты, сундуков и мобов. Гримроу выложил еще год назад данную табличку, и она по-прежнему актуальна. Единственное, я для простоты добавила их переводы для играющих на русском языке. Далее, с какими свойствами скупать логбуки? Конечно, в первую очередь это количество артефактов, но также нужно смотреть моды на дополнительный суффикс в реликтах, а это снова возможное количество артефактов. Можно благодатной сферой реролить имплисит, так как разброс там довольно большой, но я об этом как-то не задумывалась и так не делала. Но вообще, почему нет? Эти сферы все равно дешевые. Уровень журналов брать лучше выше, где-то 80+, так как это и больший шанс встретить босса, если он изначально не указан в свойствах логбука. Плюс нужные нам журналы обычно все равно стоят довольно мало. Если вам лень снайпить по одному-два логбука на трейде, просто купите оптом на канале ТФТ в Дискорде и не парьтесь. Самое главное, что нас интересует, повторюсь, количество артефактов. Поэтому сначала оббегаем локу, ищем все реликты, вот эти столбы с модами, с тем самым количеством артефактов. Можно обращать внимание на монстров, оно влияет или на сундуки, чтобы дальше больше делать упор либо на знаки, собственно, с сундуками, или на черепки, откуда вылезают руник мобы. Разумеется, лучше, если присутствуют реликты и на то, и на другое, но я бы сильно все равно не заморачивалась. Если вдруг вы новичок, напомню, что их нужно взрывать как можно первее в цепочке, ведь как только вы взорвали область с реликтом, только тогда он начинает действовать на всю оставшуюся цепочку. Что насчет валюты, которая нужна для прокрутки ассортимента рога? Скраб-металлы, на русском это смешной металлолом, падают прежде всего с босса, но про него скажу пару слов. Во-первых, он мерзкий, и на нем с непривычки или с небольшим уроном можно танцевать довольно долго и даже периодически отъезжать. И да, он стадийный. Во-вторых, те самые прокрутки обычно стоят 1-2 хаоса, а с босса падает в среднем 20 скраб-металлинок, поэтому по большей части тратить время на него не стоит. С него, конечно, мы получаем еще и артефакты, и поэтому ходить на него есть какой-то смысл, только если вы до этого взяли хотя бы пару реликтов на количество артов с монстров. Если вам они вообще не попадались, то на самые редкие артефакты можно особо не надеяться. Босса не трогайте, с большей пользой за это время пробежите половину следующего логбука. Важный момент. Вам не надо усложнять босса ненужными реликтами. Проще говоря, вы берете количество артефактов с монстров и можете сразу ехать взрывать яму с боссом, а потом уже расставлять взрывчатку дальше. Это, кстати, касается и подвалов, которые вы можете увидеть на локациях. Сначала берем количество артефактов, потом взрываем вход. И да, я все же придерживаюсь мнения, что это квантан-артефакты также влияет и на количество скраб-металлов с босса. Однако не парьтесь, так как эти прокрутки также и падают из руник монстров. Вот эти большие черепки, это как раз они и есть. А нужно ли кидать в логбуки алхимки? Если пока есть проблемы с выживаемостью и хотите фармить только артефакты, а не дополнительно еще и разный лут, то, конечно, нет. Но если вы уже можете играть одной ногой, разве я могу вам запретить? Крафтить вещи у рога можно начинать, когда вы накопили достаточное количество нижних превосходных артефактов. Хотя бы пару тысяч, в идеале около 5. Они самые редкие, и если у вас уже так много превосходных артов, то очевидно и других уже достаточно. Только не забывайте про то, что вы не можете иметь более 50 тысяч каждого вида артефактов. Итак, мы пришли к главному вопросу, что крафтить.
На самом деле, по большей части, крафт урога прежде всего хорошее знание играющих билдов и нужных им вещей, но можно обойтись и более общими шмотками, о которых мы также поговорим в видео. И все же я советую не стесняться шерстить по ниндзю, чтобы понять, какие вещи нужны самым популярным нынче билдам. Самые дорогие вещи – луки и когти. Высокие тиры элементального урона, можно физового, если вдруг все будет к этому идти. Скорость атаки, шанс крита, на луке плюс 2 доп. Стрелы. Один нюанс, последний может наролиться только на луке 86 уровня. Даже если что-то получилось не первого тира, все равно чекайте через Awakened Poet Rate, сколько в сумме получается Эли ДПС и так далее. Даже так вещь может что-то стоить. Что по базам? На луках самые востребованные императорский лук из-за атак спида и лук из рога из-за базового шанса крита. Однако с этой лиги Рог стал предлагать также и более низкоуровневые версии баз с такой же моделькой, но другим названием. Отличаются они только базовым физическим уроном, но если мы хотим крафтить элементальный лук, нам это и не важно. С когтями примерно та же история. Имперский коготь с его аналогами, ну и в принципе можно брать базу других когтей с дарованием здоровья за каждого врага и базовым АПСом пониже. Но думаю, тут уже если изначально на вещи присутствует что-то ценное. Далее будет раздел с ценами пониже. Это броня. Что более всего требуется многим – шанс подавления урона от чар. Правда, я привыкла называть его сапресс. Если его изначально нет на вещи, предлагаемой рогом, поймать его реролами легче всего на базе с ловкостью. На гибридных, например, еще дополнительно силой или энергощитом, сапресс прокает пореже. Если же ловкости в базе нет вообще, то подавление там появиться и не может. Стоит на крафт брать вещи, где уже имеется хороший лайф или сапресс, а не просто крутить любую базу с ловкостью. Разве что в самом начале лиги у вас могут купить и довольно средние вещи. При крафте, очевидно, стараемся ловить дополнительно сопротивление стихии и особенно хаосу, атрибуты высокого тира. Стараемся повышать уровень уже имеющихся приятных свойств. Но только если они не какого-нибудь 4-5 тира, тогда лучше забейте. Ап до Т1 встречается довольно редко. Иногда бывает так, что можно и без сапресса продать вещи за Divine из-за других хороших статов и особенно хаос реза. На любую броню старайтесь не добавлять влияние, потому что из-за этого нельзя добавить имплиситы мистической валюты Экзарха и Пожирателя миров. Самое ценное и востребованное, как по мне, сапоги. С хорошей скоростью передвижения, высоким лайфом, сапрессом, хаос-резом и чем-то еще нормальным. Уйдут за несколько дивайнов. 35% скорости передвижения, кстати, могут появиться только на ботах с базы 86-го итем левела. Подобные штуки вы всегда можете проверять на сайте PoeDB. Если подавление второго тира, а не первого, выкидывать не торопитесь, это также нормально для трейда вещи. Шапки и перчатки крутим по той же схеме. Разве что на перчах еще хорошо поймать скорость атаки или элементальный урон к этим атакам, разумеется, хорошего тира. На шляпах есть такой мод, как плюс к уровню всех камней умений приспешников. Если уже видите такой мод на вещи любой базы, хватайте и надейтесь повысить до первого тира этот самый мод, если он пока что второго, и поймать еще хоть какие-то хорошие свойства. Колчаны. Можно посматривать на наличие урона, мультипликатора постепенного урона, доп. Стрелы и других полезных статов. Кольца, так же как и броню, стоит брать, если там уже имеется высокий лайф или какие-то хорошие суффиксы, особенно сопротивление хаосу или атрибуты. Опять же, говоря о модах, я всегда имею в виду свойства высокого тира, чтобы было куда их повышать, или же ловить другие Т1 свойства. Кольца с плохими базами даже не смотрите, а прям обращать внимание стоит разве что на кольцо с аметистом. И еще, есть особое колечко на приспешников. Если повезет там поймать Т1 урон миньонов, лайф и что-то хотя бы нормальное в суффиксах, это уже неплохо стоит. А если в суффиксе еще и атака и каст-спид приспешников, то вы будете довольны, скажу так. Оружие с +1 к определенным камням забейте. Если там уже не лежит палка с хорошими префиксами, забейте. Рог всегда будет пытаться выпилить прежде всего именно +1. Немного поясню, этот крафт отталкивается не от тира свойства, потому что он-то, казалось бы, первый, но вот уровень предмета, требуемый моду, очень низкий. И здесь он просто ничтожен. Пояса, база с силой или здоровьем, плюс приятные уже нам известные статы, также к этому добавляются моды на флаконы. Амулеты. Если видим +1 ко всем камням, берем и крутим. Если +1, например, к физовым гемам, и там еще есть мультипликатор постепенного урона, берем. Да даже если получится что-то с плюсом, здоровьем и другими приятными статами, хорошо, это может стоить и не очень дорого, но все же. Расскажу о небольших нюансах крафта.
Вот вы крутите у рога когти, и там уже есть хороший флотовый урон, но при этом присутствует что-то мусорное высокого тира, например, как здесь Т1 мана, и уровень у нее высокий. Забудьте, вы один этот мод уже не выпилите, здесь только реролить. Можно попробовать поменять префиксы, но шансы крайне малы, да и в целом луки с когтями скрафтить очень сложно. Если же по модам все хорошо, то действия довольно просты. При хороших префиксах реролить суффиксы и наоборот. Удалять ненужные моды, повышать тир нужных, а еще при наличии хороших свойств на всякий случай нажимать и на ненужные промежуточные крафтики по типу количества гнезд, связей или качества вещи. Например, вы проскипали добавление качества, а далее видите, что у вас остается только возможность переролить префиксы, а они уже у вас хорошие, и по итогу вещь по факту остается только забирать. Также не крутите вещь до самого конца, если на ней так и не прокнул ничего путного, только потратите время и лишние артефакты, просто забирайте и ломайте об пол. Нижние арты тратьте экономнее, вот, например, как здесь, да, оно того стоит. Старайтесь не брать крафт, заполнить все доступные места для свойств. Там подкрутки особой нет, плюс меньше маневров для докрафта. Что же по этому самому докрафту? Например, на вашей вещи прокнули просто божественные суффиксы, но на ней нет здоровья. Если вы видите это еще на стадии крафта у рога, старайтесь оставить один префикс незанятым, чтобы потом со станка добавить лайф. Если этого не получилось, и по итогу у вас 3 занятых префикса, стоит использовать мистическую сферу отмены, если это возможно, и какой-то префикс удалить для добавления здоровья со станка. Также, например, если обувь получилась хорошей, но без скорости передвижения, ее можно накинуть самому со станка. Я обычно закидываю скорость передвижения и шанс получить боевой раш. Этот крафт открывается с вещей синдиката. С кольцами такая история, что если у вас уже есть хороший лайф, всегда стоит добавить монокост. Соответственно, нужно освобождать этот префикс еще на стадии рога. Монокост всегда бустит цену колец, а если у вас вдруг нет этого крафта, вы можете просто купить колечко с Elrion's Velvet. Правда, на русском трейде я этого свойства не нашла, там все это дело похоже будто бы на баг. Но ничего страшного, всегда можно временно перейти на английскую версию сайта. С завуалированного свойства прокнуть монокост может не сразу, но если собираетесь крутить рога, данный крафт надо иметь. Как оценивать вещи? Самая большая проблема, как мне кажется, с которой сталкиваются игроки, их вещи не покупают, а у стримеров их покупают якобы актеры. Я для себя в этой лиге поняла одну очень важную вещь. Не стоит завышать цену. А лучше вообще поставить немного пониже, чем у остальных. Так как, во-первых, цены потихоньку могут становиться неактуальными, а во-вторых, лучше продать подешевле, чем не продать вовсе. Еще доход зависит от того, сколько времени вы в доступности к игре. Это все же такой фарм, где желательно хотя бы оставлять пои на фоне для возможных трейдов. Кстати, с утра по Москве покупают явно охотнее. Люди просыпаются и, видимо, бегом на трейд. Ну и в любом случае нужно понимать, что вещи продадутся не все. Вторая проблема – моей вещи нет на трейде. Как понять, сколько стоит? Вам не нужно тыкать совершенно все свойства на вещах, когда прицениваетесь с помощью Awakened Boy трейда. Вам хватит самых нужных. Выкиньте какое-нибудь не очень хорошее, либо поставьте значение пониже. Либо уберите какое-нибудь базовое уклонение. Переходите на страницу трейда, чтобы посмотреть на соседние вещи. Смотрите вещи в оффлайне и когда они были выложены, если, конечно, придется. В общем, варьируйте запросы, чтобы примерно понимать цену. И помните, если у вас сразу не получаются вещи за 20 диванов, это явно не повод для возмущения, плюс может просто не вести. Это же поэ. Надеемся на дистанцию. В любом случае, даже если вы будете иметь вещи в среднем по 2-3 дивайна, это уже окуп. Плюс в дальнейшем это, понимаете ли, пассивный доход. И самое главное, все приходит с опытом, и в дальнейшем вы уже будете и крутить быстрее, и быстрее понимать, можно ли что-то выжать из вещи или уже нет. Для того, чтобы задать вопрос по видео, жду вас в комментариях или на своем Twitch канале. Ну что, желаю вам удачи, все обязательно получится, ура, ура, давайте. Мур, пока.